Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Меня зовут Саня, и сегодня вы увидите обзор на смартфон Xiaomi Mix 4. Чем отличаются миксы у Xiaomi-тов? Они всегда туда запихивают самое последнее. Самый последний процессор Snap 3 восьмерки плюс, самая последняя оперативка DDR5, самая интересная фронтальная камера, которую вы не увидите при любом раскладе, даже на солнце. И в принципе можно было бы сказать, что аппарат проходной. Это с одной стороны. С другой стороны, он настолько удачен, что в Китае его будут продавать в глобалке и будут продавать ту же самую модель. Они даже не будут себя утруждать выходить на глобальный рынок. Почему? Потому что у них есть 7 и 20 бенды. Сразу в смарте он великолепно снимает. Правда, единственное, они не заявили, о чем я вам еще раз скажу в течение ролика, о защите от пыли и влаги IP68. Но это, скорее всего, опять же, как я скажу в ролике, после эпичного сфейла с Mi 11 Ultra, которые у них в большом количестве были возвращены владельцами в Китае, которые сразу же начали их топить. Это вам не Huawei, они не могут себе позволить постоянно менять аппараты. Что бы я хотел от себя добавить сразу и сходу? Конечно же, аппарат оверпрайснутый, разумеется, он не имеет каких-то качеств, которые есть, допустим, у iPhone 13 Pro из разряда хайпа и яблочко на корпусе. Но это с одной стороны. С другой стороны, он реально для рынка уникален. То есть такого же девайса с такими же спеками и подэкранной фронталкой, которую не видно, нет ни у кого. Поэтому смотрим, оцениваем видео обязательно. Видео примеров будет море. Еще раз скажу в ролике о том, что я этот аппарат сравнивал с iPhone 13 Pro и Huawei P50 Pro. Я бы не сказал, что он плохо себя показал, не считая фронталки. И не забываем, что вход на данный ролик, как и на все другие, на флагманы, пишется, разумеется, на этот флагман. Единственная разница в том, что сейчас микрофоны используются микрофона Rode Wireless Go 2, а в ролике примеры видео вы увидите уже с микрофонами от Xiaomi-тов, притом микро у Xiaomi-тов, еще раз, лучше, чем в iPhone 13 Pro, но хуже, чем в Huawei P50 Pro. Смотрим. 980 на YouTube. Всем привет, вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня, розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянный. Это 5 Mi Band 6 серии. Разыгрываем за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Ежемесячно. Подписывайтесь с колоколом. А сегодня я расскажу вам о смартфоне Xiaomi Mi Mix 4. И да, не отказались от приставки Mi, и по идее это Xiaomi Mix 4, но звучит так как-то странно. Полетели. Начинаем с распаковки. Коробка для смартфона огромная и габаритная, при этом из плотного картона черного цвета. Без изображения девайса, только название и спеки на китайском языке. Пришла незначительно помятая в двух углах, но хотел бы сразу сказать, что внутри основной коробки все приятно разложено по маленьким коробочкам. Все в черном цвете с золотистыми надписями и выглядит все просто супер. Но при этом есть понимание, что пространство слегка растянули. Вы же помните, что линейка Mix это про инновации? Ну, наверное, и в коробках тоже. В комплект входит блок питания с китайской вилкой на 120 Вт, кабель для зарядки USB Type-C, переходник с мини-джека на Type-C, запах картона с амбре-клея и силиконовый чехол. Ужасного качества, тут явно они сэкономили. Плюс на экране сразу идет заводская защитная пленка, которую, как мы все помним, стоит сразу заменить, хотя бы потому, что там есть вырез под фронталку, который не видно. Далее, на руках у меня китайская версия смартфона, поэтому внутри интерфейс доступен только на двух языках, английский и, естественно, китайский. Притом, на данный момент глобальной версии не предвидится. Скорее всего, телефон так и останется только в китайской версии, но с другой стороны все бенды есть, и вы узнаете, почему в принципе им нет смысла делать для глобального рынка этот смарт, его и так прекрасно продают. В продаже есть 3 цвета устройства: белый, серый и черный. Тыльная часть керамическая, рамки алюминиевые и лицевая часть закрыта стеклом Gorilla Glass Victus. По форме в черном цвете, который, собственно, у меня на руках, очень напоминает Huawei P40 Pro, не считая блока камер. Дизайн приятный, тыльная часть глянцевая, слегка зеркальная. Из рук без чехла выскальзывает на ура. Очень маркий весь смартфон. Все отпечатки видно на черном цвете, просто мрак как сильно, но тем не менее в руке лежит крайне удобно. С другой стороны, вряд ли вы будете что-то подобное носить без чехла. Размеры у него приемлемы: 162 мм на 75 мм, в ширину без блока камер 8,5 мм. С блоком камер выходит гораздо больше, так как выпирает он тут очень даже знатно, 11,5 мм. Да, помните про iPhone 13 Pro? Я ругал его за меньшую толщину, а это на секундочку почти целый сантиметр с лишним. По весу ощущается тяжелее, чем OnePlus 9 Pro, весит Mi Mix 4 228 грамм. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C, микрофоны, 2 динамика, основной и разговорный, звук здесь стерео и достаточно неплохой, разъем для прорезиненного слота на 2 нано-SIM и К-порт. У кнопок люфта нет, а также на корпусе отсутствует разъем под мини-джека, но зато, как я еще раз напоминаю, есть переходник прямо в комплекте. Заявлена защита от пыли
пыли и брызг IP53. Все предполагают, что там значительно серьезная защита от влаги и пыли, но производитель, скорее всего, испугался, как у Mi 11 Ultra было, что все начнут его топить, и реально придется менять чертову тучу аппаратов, потому что топят-то все по-разному. Кто-то и на сутки в ванную телефон может положить, а потом не докажет, что он сутки там лежал, а не 30 минут. Ну ничего, проверять я все равно не буду, жалко мне мобильник, его бы я не топил. Смарт оснащен дисплеем на 6,67 дюйма, AMOLED с разрешением 1080 на 2400 пикселей. Дисплей с закругленными краями, плотность пикселей 395 ppi, яркость дисплея 800 нит. В солнечную погоду в смарте можно разглядеть все, что только нужно, но не скажу, что совсем без затруднений. Частота обновления экрана 120 Гц, и как все это дело работает, мне лично понравилось. Но в настройках можно выбрать либо 60 Гц, либо 120 Гц, 90 не дано. Да и разрешение, если честно, для данного мобильника не космос. Dolby Vision есть на борту, а также завезли DC-димминг. Результаты измерения шума с включенным DC-диммингом удивительные. На 100% яркости 19%, на 50% 18%, на минималке примерно 15-17%, на нуле почти 19%. Автояркость здесь плавная и отлично адаптируется под смену освещения. Под углом тон картинки бросает слегка в теплый оттенок, Always on Display в наличии, мультитач берет, разумеется, 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи оптического сканера отпечатка пальца, внедренного в нижнюю часть дисплея, и распознавания лица. Все срабатывает отлично. По центру верхней части дисплея расположена скрытая фронтальная камера, но об этом, как всегда, позже. Подбородок внизу экрана есть, но он минимальный, как и рамки, что, конечно же, радует. Процессор у Mi Mix 4 Qualcomm Snapdragon 3 восьмерки плюс, с техпроцессом 5 нанометров с 8 ядрами. Новее нет ничего на данный момент. Графический процессор Adreno 660, интерфейс MIUI 12.5 на основе Android 11, оперативная память LPDDR5, один сплошной топ, и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 128, 256 или 512. Возможности расширить память SD-картой, разумеется, не предоставили. К сожалению или к счастью для производителя. Как вы понимаете, нафарширован этот аппарат всем по максимуму, самым-самым последним. Хотя бы на оперативку достаточно посмотреть. Смарт поддерживает, разумеется, Wi-Fi 6 серии, 5G, который, напоминаю, на территории России пока что не нужен, так как он в наличии только в исключительно ограниченном количестве мест. И да, в каком-то смысле Москва — это не Россия. Имеются все бенды, связь ловит идеально, а вот датчики приближения здесь не супер. Звучание при звонках хорошее, вибра приятное, но не настраиваемое. Во всяком случае пока. Bluetooth версии 5.2 опять топ, NFC поддерживает и Google Pay встает. В GPS-тестах на холодную показывает точность до 3 метров в городском парке, и не только. В среднем везде 3 метра. Емкость аккумулятора 4500 мАч, в PC-марке выдал 9 часов 38 минут и осталось еще 20%. Результат однозначно порадовал, так как тест я проводил хоть и при 60 Гц на максимальной яркости, но начал тестировать я с 82%. Как вы понимаете, съел он только 60 и выдал 9 часов. Если бы со 100% яркости был бы показатель, то с PC-марком на 120 Гц при 100% яркости, со 100% заряда, он показывает всего 6 часов 11 минут. Вот такая вот оптимизация, или вот так примерно пожирает ваш телефон заряд настолько быстрее, если он постоянно работает при 120 Гц. В асфальте при 60 Гц за 30 минут потратила 1%, в Genshin картина более плачевная, при 60 Гц и яркости на 100% за 30 минут улетело 14%, то есть за час игры 28, а это означает только одно: хватит его максимум на 3,5 часа игры. От родного блока питания за 5 минут с нуля набегает 20%, за 23 минуты 80%, а полностью заряжается за 30 минут, иногда быстрее, иногда чуть медленнее. Рандом тоже слегка. Беспроводная зарядка на борту, тротлинг-тест прошел и выдал 182 гипса минимально, максимально 323 гипса и в среднем 237 гипсов на 100 головках при 30 минутах. Напоминаю, что такой процесс вряд ли будет в вашем телефоне, скорее всего, только если вы будете рендерить монтированное прямо на мобильнике видео. Вот в этом случае он будет так грузиться. В 3D-марке выдал следующие результаты: Wildlife 5800, Wildlife Extreme 1500, Wildlife Stress Test 4500, Wildlife Extreme Stress Test 1100, Slingshot Extreme и Slingshot, разумеется, на максималках. Результаты в 3D-марке чуть выше, чем у OnePlus 9 Pro, но не дотягивают до iPhone 12. Вантуту выдал 812 тысяч попугаев, Storage тест показал 56 тысяч. Результаты стресс-теста на холодную вы видите на экране. В играх стабилен, яркость не понижает, лагов минимум, и при этом сильно он не греется. Играть комфортно и приятно. Летим дальше. Основной блок камер выпирает, будь здоров, его даже чехол не спасает. Состоит он из 3 камер, 108 мегапикселей, телефото на 8 мегапикселей с 5-кратным зумом и сверхширик на 13 мегапикселей. Оптическая стабилизация на борту плюс двойная светодиодная вспышка. Максимальное разрешение для записи видео 8К 24 FPS, 4К 60 FPS.
FPS. Заметил случайно очень странный дефект, что если незначительно потрясти телефоном, то внутри что-то болтается. И я предполагаю, что это оптика. Фронталка здесь широкоугольная на 20 мегапикселей, скрыта под дисплеем, и поэтому качество ее съемки слегка печально. Даже не слегка, можно сказать, она рисует сама. А максимальное разрешение для записи у фронталки 1080p 30 fps. Примеры вы сейчас увидите. Плюс не забываем, что у меня был обзор на iPhone 13 Pro, и в нем я сравнивал запись основной камеры Mi Mix 4, Huawei P50 Pro и iPhone 13 Pro в не очень хороших условиях в плане цветопередачи. Посмотрите, вам будет интересно, потому что ваше мнение о данном аппарате 100% изменится и, скорее всего, в лучшую сторону, если вы несколько раз пересмотрите и поймете, что iPhone — это единственный девайс, который все записывал с шумом и в пикселе. Основная камера Mix 4 Ultra FPV. Фокус. Автофокус работает на воду неплохо. Mi Mix 4 тест автофокуса днем. Ну, супер. Ничего не скажешь. Xiaomi-то научились делать приличные быстрые камеры. 4К 60 FPS, тест работы основной камеры. И давайте сделаем X максимум. И, разумеется, мыло. Но, кстати, не лютое. Вообще Xiaomi-то в своих флагманах начали делать довольно хорошие камеры. Допустим, вспомним тот же Xiaomi Mi 11 Ultra, который красуется на первой строчке по возможностям видеокамеры. Основная камера в 4К 60 FPS однозначно, несмотря ни на что и вопреки всему, у Xiaomi-то стало снимать прямо супер. Прямо супер-супер. Даже в X6 днем не идеально, конечно, видно, но я бы не назвал это мылом. Хотя решать, как всегда, вам. По поводу стаба. Идешь, стаб работает. Стоишь, стаб работает. Mi Mix 4, мега дыбенка, ширик. Вот так. Стаб, видите, норм. 4К 60 FPS, тест автофокуса. Mi Mix 4, великолепная скорость. Мне очень нравится. Но не супер быстро, но быстро, учитывая объект, тем более непростой. Парк у Кудрова, 4К 60 FPS, вечер, солнце уже садится, и вот так примерно вы сможете снимать ваших детей, если они у вас есть или вы их планируете. На видео максимум X5, к сожалению, в 4К 60 FPS на ширик переключиться нельзя. При съемке на ширик переключается максимум можно на X10. И снимает он, кстати, даже в X10 неплохо. С одной руки хочу отметить. Но обратно на ширик возможно, кстати. Фото и видео против солнца. Смотреть тяжело, но снимать легко. X10. И с X10 выход на ширик. Стабилизация на ширике. При ходьбе ничего такая. С другой стороны, основная камера снимает прямо супер. Особенно если встать, то ладно, освещение. Но при любом раскладе это раз искусственное освещение, два неоднородное. Очень много неоновых вывесок. Допустим, мы увеличиваем надпись Dixie в 6 раз. И да, она у нас плывет, но не так люто, как могло бы быть. И понятно, что не читабельно, но все равно. Стаб отрабатывает отлично. И более темные участки, разумеется, я буду снимать чуть позже. Но в целом пока основная камера, можно сказать, компенсирует фронтальную. Потому что стаб, вот стаб здесь просто нереальный. Опять же, это по моим наблюдениям, и не факт, что на большом экране будет казаться точно так же. Но если смотреть, допустим, как снимает iPhone, от ходьбы у него появляются микрофризы. Но это видно только на большом экране. Либо, если вы уже максимально искушенные съемками с обычных девайсов, не с камер, то можете тоже это заметить. Посмотрю потом на Mi Mix 4, думаю, этого нет. Mi Mix 4, 4К 60 FPS, не 8К. Ночь, и у него была такая же беда, только что как у Realme Master Edition, когда я его тестировал, белена.
но после перезагрузки пропала. И сейчас с вами мы будем тестировать великий ужасный автофокус данного смартфона на моих любимых цветочках, пока они еще цветут. И смотрим. Вчера буквально именно здесь я тестировал автофокус айфона, и мне кажется, на, может быть, 0,3 или полсекунды он, конечно, побыстрее. 4К 60 FPS, ночная съемка, Мурина, и телефон не понимает, ночь это или день, потому что постоянно пытается на фотографии переключиться с режима основного, простого, на ночной. Ну, это может быть и хорошо, зато увидим его в состоянии стресса легкого. Если увеличивать до Луны, X6, ну мыло. Ну, оно и днем мыло, ночью тем более мыло. Смотрим, как стабилизация работает в темноте. Немного развернемся. Опять он ловит дымку. Такая же беда, как с Realme. Смотрите-ка, очень интересно. Фронталка, движение, адекватное освещение и рядом шумный парк. Думаю, вы это слышите, и думаю, слышите, как хорошо работают или не очень микрофоны, и можете оценить, что фронталка не настолько ужасна, насколько могла бы быть. Mi Mix 4 пример работы селфи-камеры. Понятно, что они ее спрятали под экран, и в принципе для видеосвязи этого дела хватит. Но довольно забавно, конечно, в смартфоне за почти $1000 иметь такую селфи-камеру. С другой стороны, это круто. А у кого еще так же круто получилось? Да ни у кого. Xiaomi хоть как-то двигают прогресс, в отличие от кое-кого, кто не может даже грани сделать поуже. И вот она, ужасная фронтальная камера, еще и в ужасных условиях. Еще и роллинг шаттер. Ну, Xiaomi, надеюсь, хотя бы это дело допилит. Пусть я в дымке, но хотя бы без роллинг шаттера, чтобы был. Это фронтальная камера. Тестировали только что iPad mini 6 серии. И Mi Mix 4 при нормальном освещении, видите, все-таки додумывает картинку более чем неплохо. Ну, неплохо, понятно, для телефона за 1015 и для телефона, у которого вообще фронталка не видна в принципе. Ну, тестировать фронтальную камеру у Mi Mix 4 ночью, это, скажем так, только убивать ролик. Вот примерно как она будет снимать. Это не смотрибельно вообще никак. Проще на мыльницу, наверное, на 0,3 мегапикселя снимать. Минусы. Огромная громоздкая коробка с большим лишним пространством. Нет мини-джека. Удивил шим не в лучшую сторону, но и не в худшую. В принципе, жить с ним можно, но я надеялся на что-то пооптимальнее. Блок камер очень сильно выпирает. Сенсоры приближения работают не очень корректные. И последнее, это, конечно же, фронталка. Но фронталка здесь и плюс, и минус. Отметить я бы хотел определенный момент, что если вы снимете защитную пленку, то у вас реально появится аппарат без фронтальной камеры внешне. То есть при любом раскладе вы не видите, даже под прямыми солнечными лучами, когда фронталка показывает вам солнышко, дырочку вместе фронталки на экране. И это круто. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Покупал я его в полной комплектации на 12 гигабайт оперативы 512 внутренней. Будут ли промокоды на подобное, посмотрите в моем телеграм-канале. Возможно, в то время, когда вы смотрите этот обзор, идет как раз сейл. Вдруг на момент вашего просмотра появятся либо скидки на него, либо он просто станет дешевле. Обязательно туда скину. Хотя я сильно сомневаюсь. Резюмирую. Xiaomi Mi Mix 4 в целом не без изъянов. Но что в нашем мире идеально, особенно из того, что делает что-то уникальное. Когда я рассказываю о любых смартфонах, меня в первую очередь интересует уникальность. Этот смарт уникален. Понятно, что также уникально, если у вас будет яблоко сзади нарисованное на тыльной части, прикрытое прозрачным чехлом. Также уникально будет Huawei P50 Pro с огромными двумя блямбами на месте камер. Также уникален по-любому будет Sony, потому что мало кого вы встретите, кто купит подобный девайс за подобные деньги. Но уникальность у всех разная. Здесь реально технический прорыв. Больше так никто не делал, и это хорошо. Многих момент с фронталкой огорчает, но тут все зависит от того, что вам нужно для телефона и для чего вам нужна фронталка. Если просто поговорить по видеосвязи, то и такая будет более чем хороша. Если говорить в целом, то смарт хорош своей стабильностью, комфортностью в использовании, максимально топовым железом, и минус самый главный у него, разумеется, MIUI, это оболочка. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, ставьте лайк за труды, девайс сюда, добра и удачи вам, дорогие друзья!